Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Вчера вечером прошла небольшая конференция Xbox, посвященная играм партнеров компании. Крупных анонсов там не случилось, но кое-что любопытное все-таки показали. Сейчас расскажу основное. Впервые показали геймплей грядущего выживача The Alters от 11-Bit Studios. В игре, напомню, один Ян становится многими Янами из разных реальностей, и все эти Яны ждут, пока их кто-то спасет с недружелюбной планеты. При этом каждый клон норовит поссориться с другими, у каждого есть свои хотелки, а игроку придется разбираться со всем этим. Выглядит, конечно, масштабно и красиво. Релиз должен состояться в этом году. И неожиданно анонсировали вторую часть The Sinking City, показав синематик со всякой лавкрафтовской склизкой мерзостью и прочими галлюцинациями. Пока известно только, что действие игры будет происходить в 1920-х годах, в игре будет гораздо больше экшена и хоррорной составляющей, хотя расследования тоже останутся. Работать сиквел будет на Unreal Engine 5, а релиз состоится в этом году. Давний слух о выходе всех трех сталкеров на консолях подтвердился. Сборник Stalker Legend of the Zone Trilogy вышел на Xbox и PlayStation прямо во время трансляции. На Series игра работает в режиме улучшенной совместимости с Xbox One, однако позже обещают выпустить патч с улучшениями специально для нового поколения. Также через какое-то время завезут и поддержку модов. Игры можно купить как по отдельности, так и сразу полным паком за $40. Также объявили дату выхода долгожданной многими Frostpunk 2. Игра появится 25 июня этого года и сразу же залетит в Game Pass. Одним из отличий от оригинала станет зал совета, где разные фракции будут голосовать за ваши законы и выдвигать на рассмотрение свои. Если что, могут и сместить. Square Enix привезла трейлер с датой выхода Final Fantasy XIV на Xbox. Стартанет ММО совсем скоро, 21 марта, при этом версия Starter Edition будет доступна подписчикам Game Pass только по 19 апреля. В бета-версию на Xbox Series можно поиграть уже сейчас. Reflector Entertainment показала трейлер Unknown Nine Awakening, анонсированную еще в 2020 году на Gamescom. Играть будем за девушку по имени Харуна, которая имеет потусторонние навыки, управление людьми, установка щита и все такое прочее. Unknown Nine доберется до релиза этим летом. Также анонсировали стелс от третьего лица Slide of Hand. Выглядит ролик нуарненько и любопытно. Мне, как любителю стелса, особенно, но хотелось бы геймплей посмотреть, а то смущает то, что в трейлере ведьма использует карты. А то, может, это вообще карточная игра будет. Вроде о самом важном из показанного рассказал, но если интересно все посмотреть, то загляните к нам на сайт. Dragon's Dogma 2 доберется до релиза через пару недель, но некоторые журналисты уже успели попробовать новую экшен-РПГ от Capcom и рассказать о своих впечатлениях после того, как провели в ней 3 часа. Более того, разработчики не стали контролировать, куда журналистам можно идти, а куда нельзя, так что представители прессы могли делать, что хотят. И превью оказались сплошь хвалебными, так что, кажется, нас ждет хит. Журналисты очень похвалили мир игры, где постоянно что-то происходит, то нападение бандитов, то встречи с грифонами, на то и демоны какие в пещерах встретятся. При этом атмосфера у игры очень ДНДшная, часто происходят разные забавные ситуации, причем далеко не всегда запланированные разработчиками. У каждого журналиста получилось свое собственное путешествие, не похожее на другое. Сиквел делали с прицелом на то, чтобы понравиться фанатам, но при этом и новичку будет комфортно. Различные NPC помогают в дороге и вводят в курс происходящего. При этом время в Dragon's Dogma 2 влияет на геймплей. Если не успели поговорить с персонажем в определенном месте, то он вполне может уйти куда-то еще. А один из журналистов не успел пройти квест с потерявшимся ребенком, так что NPC слопали волки. При всем этом обузить механику сохранений будет нельзя. Разрабы дают возможность сохраниться только в один слот. Таким образом, игрока хотят побудить заниматься исследованием окружения и думать наперед. Хотят катиться немного подальше, если что получится, загрузившись в последней корчме, где вы отдыхали. Хвалят в том числе и баланс, который позволяет игроку чувствовать себя сильным, но и не дает совсем уж в легкую разбираться с врагами. Если судить по этим превью, нас ждет действительно что-то грандиозное. Узнать можно будет уже 22 марта на всех актуальных платформах с русскими субтитрами. И не отходя далеко от компании Capcom, в отличие от многих других, там не собираются устраивать волн увольнений, а планируют поднять зарплату сотрудникам. В течение финансового 2024 года среднее повышение зарплаты каждому сотруднику составит 5%. При этом самую большую прибавку получат те, кто присоединится к компании после марта в 2025 году.
Стартовые зарплаты планируют увеличить аж на 28%. Помимо этого, в Capcom ввели бонусную систему, которая связана с успехами всей компании, и денежные бонусы для сотрудников, основанные на результативности акций. Вообще, в Японии еще год назад начались волны повышения зарплат в больших компаниях. В Nintendo подняли базовые выплаты на 10%, а в Sega на 30% для действующих сотрудников и на 35% для новичков. Так что это, если планировали устраиваться в японскую игровую компанию, то самое время. Буквально вчера в интернете поползли слухи о том, что Sony приобрела авторов Helldivers 2, компанию Arrowhead Game Studios, и планирует рассказать об этом в ближайшие несколько дней. Однако глава студии Йохан Пайлстанд эти слухи опроверг, написав следующий твит. Цитата «Это фейк, если, конечно, я ничего не пропустил». Конец цитаты. После этого аккаунт горе-инсайдера, распространявшего слух, был удален. Ранее тот же пользователь заявлял о анонсе ПК-версии Ghost of Tsushima, который анонсируют 5 марта, и... Анонс ПК-версии Ghost of Tsushima действительно состоялся. Вчера Sony не только объявила дату выхода самурайского экшена, но и поделилась подробностями. На PC игра появится в формате Director's Cut, включающем дополнение Iki Island, Co-op Legends и черно-белый фильтр Куросавы. Различные плюшки вроде разблокированного фреймрейта, настроек графики, поддержки широкоформатных мониторов и всех на свете DLSS и FSR, конечно же, будут на борту. Естественно, адаптивные триггеры DualSense будут работать. Ждать выхода Ghost of Tsushima на ПК долго не придется. Старт намечен на 16 мая этого года. Директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха пообщался с порталом Games Industry и немного рассказал про то, почему дата выхода игры очень важна. Релиз Alan Wake 2 перенесли на 10 дней для того, чтобы не конкурировать с Вторым Пауком, который, скорее всего, занял бы все внимание игроков и СМИ, чем явно задвинул бы историю про писателя на второй план. Но при этом для студии было очень важно, чтобы выход все же состоялся в октябре, ведь именно так они попали в хэллоуинский период перед декабрем, когда люди тратят больше денег, чем обычно. Ну и, наконец, еще одной причиной стали различные церемонии награждений, ведь осенью уже мало кто помнит о тех проектах, которые выходили весной, так что с этой точки зрения релиз осенью — выгодное решение. Хотя, несмотря на то, что дата выхода очень критична, сейчас у игр есть длинный хвост. Если 10 лет назад на первую неделю после выхода игры приходилось аж 90% продаж, теперь геймеры вполне могут купить ваш проект уже спустя длительное время. Например, лучший месяц у Control случился вообще спустя 2 года после выхода. Так что, как говорит Томас Пуха, в Remedy рассчитывают продать еще больше копий Алана в следующем году. Тем более, повод будет. У Alan Wake 2 совершенно неожиданно снизились системные требования. Для игры вышел патч, который оптимизирует рендеринг для видеокарт, которые не поддерживают шейдеры мешей. Таким образом, нижней планкой теперь стала не GeForce RTX 2060 с Radeon RX 6600, а GTX 1070 и RX 5600 XT. Обновленные системки можете посмотреть вот прямо сейчас на экране. При этом производительность уже протестировали в Digital Foundry, и даже на GTX 1060 она повысилась аж на 45%. Так что, если раньше поиграть с комфортом у вас не получилось, то, может быть, с новым патчем стало гораздо лучше. Проверяйте. Да и вообще, случай с снижением системок довольно уникальный. И на сегодня на этом все. Но если хотите всегда быть в курсе всего происходящего, не забывайте заглядывать на stopgame.ru. Хорошего вам дня и приятного аппетита!